Всем привет, ребята! Доброе утро! Сегодня уже следующий день моего блога правильного питания. И сегодня, я не знаю, какие у меня планы. Хочется, конечно, пойти на тренировку, успеть пойти. Может быть, еще пойдем в сауну, но после небольшого перерыва, потому что, как я говорила, сразу же после тренировки я в сауну все-таки не хожу. Ну, а я сейчас пойду готовить завтрак. Пока еще тоже не знаю, что приготовить. У меня все очень спонтанно получается. Ну, все же. Так, вот такой вот завтрак у меня на сегодня получился. Такой королевский, можно сказать, с форелью слабосоленой. Мы, конечно, каждый день такой не едим, но иногда очень хочется себя побаловать. И вот сочетание такого, это, по-моему, овсяный хлебушек грубозерновой вместе с творожком мягким 0% и рыбка такая слабосоленая. Это, ну, просто идеальное сочетание. И немножечко совсем редиски. Я думаю, будет очень вкусно, так что я уже понесла Диме и будем кушать. Так, где-то за неделю я делала такие вот пометочки, в общем, разбивала свои мышечные группы на дни. Буду я тренироваться по системе сплит, то есть у меня будет 3 тренировочных дня, к примеру, так и будет, в принципе, понедельник, среда, пятница, то есть я буду ходить именно в понедельник, в среду и в пятницу. Между этими тренировками у меня, естественно, будет день отдыха, когда я буду отдыхать и восстанавливаться. Это, в принципе, для меня идеальный вариант. Может быть, если я захочу, еще будет 4-й отдельный день. Ну, это если я уж точно захочу что-то или поснимать, к примеру, видеоролики, или что-то там, допустим, вас потренировать, групповые тренировки. Но вот эти 3 дня лично я посвящаю себе, а именно, я решила сделать такой план, как ноги, попа, то есть первый день, в понедельник, я тренирую себе ноги и попу, то есть ягодицы, да, это именно моя проблемная зона, над которой я хочу работать. Здесь у меня будет акцент в этом дне. Затем один день я отдыхаю, во вторник, в среду я тренирую спину и руки. То есть у меня идет тренировка спины и рук в этот один день, в среду. То есть в четверг я отдыхаю, и в пятницу у меня будет пресс и грудь. Какие же упражнения я себе поставила? Опять же, это моя индивидуальная программа, и я учла здесь только свои особенности, свои пожелания, свои проблемные зоны и то, что мне не хотелось бы, опять же, трогать. Поэтому я сейчас все красивенько перепишу в свой блокнотик, который я буду брать с собой обязательно на тренировку вместе с ручкой, и там уже буду отмечать, сколько я сделала подходов, повторов и какой вес брала. Все, чтобы у меня было четко, и я следила за своим прогрессом. Ну что ж, я решила таким образом оформить первый день. В принципе, они будут похожи друг на друга по оформлению. Здесь у меня написано понедельник, в этой части страницы написано, что за мышцы работают, то есть ноги, попа. В этой стороне у меня расположились сами упражнения. В этот день у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 упражнений. Статику это как бы я не считаю, это такое уже завершение тренировки. В этом столбике у меня идут подходы, то есть в каждом упражнении у меня идут, к примеру, 3 подхода, 3, 3, 3. Я в основном хочу сейчас на 3 подхода работать. К примеру, махи ногой, так как у меня 2 ноги, я буду делать 2 подхода всего. И потом статика у меня будет тоже 3 подхода по 1 минуте. Я и напишу здесь 1 минута. По поводу повторов и веса я сейчас не буду писать, так как это будет у меня экспериментальная программа. Хотя повторы я примерно предполагаю, сколько я буду делать. Но вот по поводу веса я еще буду писать после тренировок. Вот поэтому я и беру с собой блокнотик с собой всегда. Ну и в таком же виде я оформлю и среду, и пятницу. Так, ребят, тут так очень темно, оказывается. В общем, мы сейчас с Димой пришли
Диму вообще не видно. Пришли в Момо, это одно из моих любимых кафе здесь в Москве, и мы взяли покушать, у нас уже обед наступил, очень плохо видно, правда, извиняюсь. В общем, я решила взять себе немножко гречки, тут в гарнир положили такой небольшой салатик мини и семга такая вареная. Дальше у меня салат греческий с гренками и какой-то соус со сметанкой и зеленью, да, и апельсиновый сок. В принципе, очень такой здоровый обед получается. Дима взял себе там сырный супчик, которого не видно. И майонезный оливье с хлебом. О боже, ну Диме-то можно. Все, мы сейчас кушаем и отправляемся по делам. Аналитический центр Яндекс.Пробки стоит на страже ваших интересов и дорожной ситуации в столице. Итак, знаете... Ну что, мы уже приехали домой, забежали ненадолго в магазин, купили сметану 15%. Я обычно покупаю 15 или 20%, особо не слежу за этим, мне хватает и этого. Бананчики купили, у нас то ли 65 рублей килограмм, то есть пока еще можно их покупать. Дима тут захватил оливки, он просто обожает оливки, любые, зеленые или черные. Яички тут мы купили, и это еще... Вот такая вот смесь овощей, из которой я сейчас делаю плов. И у меня там уже размораживается куриная грудка. В общем, наверное, сейчас буду готовить пловчик. Так, ну что, я уже начинаю готовить свой пловик. Я тут уже нарезала. У меня здесь получается смесь из куриной грудки и индейки. Грудка индейки. Поэтому будет у меня такой микс из разного вида мяса. И вообще, как я вот это готовила, недавно стейки такие с индейки, я поняла, что индейка все-таки это мое любимое мясо. Так что... не удивляйтесь, если оно будет слишком часто в моих рецептах. Сейчас хочу немножко обжарить это филе, немножко подсолю это, во-первых, все вместе с лучком. Потом я добавляю вот такую вот натуральную томатную пасту, то есть здесь у нас обычная помидорка. И потом уже рис, рис у меня вот такой вот пропаренный. Еще, кстати, да, овощи. Вот они у меня уже размораживаются, немножко добавлю сюда. То есть в большей степени, конечно же, будет мясо. И я еще готовлю это все в моей любимейшей мультиварке. Я просто фанат этой мультиварки стала за последнее время. Я в ней очень часто готовлю. Это Polaris. У меня уже было видео отдельно с рецептами в этой мультиварке. В ней просто безумное количество разных каких-то программ. То есть я с ней вообще постоянно встречаюсь. Каждый обед, наверное, каждый ужин мы с ней что-то вместе готовим. И я здесь где-то оставлю какая-то модель, кому интересно, потому что я уверена, будет просто куча целых вопросов. Все, начинай готовить. Ну что, мясо я уже поджарила вместе с луком, закинула это все дело в мультиварку. Также сейчас добавлю немножечко овощей. Вот так они, кстати, выглядят. Тут, по-моему, даже фасоль есть. Мне кажется, если вы все-таки добавляете смесь овощей вот таких вот подобных, то лучше или красивее даже будет, если рис будет белый. Ну, лично мне так кажется. Так, моя красота уже практически готова. Еще 5 минут, наверное, оставлю, то есть даже меньше, чем час. Так, я уже насыпала на Дима по порции. Закрываю крышечкой всю форму и отправляю в холодильник. И у меня тут примерно будет даже 3 порции. То есть получилось 5 порций. Очень круто, я думаю. И завтра с собой возьму как бы в ланчбокс вот такой уже пловик, потому что я завтра вообще буду целый день ездить по Москве. Хотела рассказать вам по поводу своих корсетов. У меня их 2. Первый мне прислали вот этот корсетик, и он, честно говоря, очень уступает по качеству вот этому корсету. Этот корсет гораздо дороже, но он в то же время гораздо качественнее. Это фирма вот такая вот, если вам интересно. И он, конечно, немножко уже будет. То есть, видите, вот здесь он, этот более светло-голубой, он более выше, чем больше натирает как-то и
как-то не сильно он сжимает. То есть ткань здесь тоже резина, и здесь резина, но здесь резина более мягкая и более плотная. И тем самым талия сжимается еще уже. И что самое главное, вот эти вот крючочки расположены на резине очень толстой. И здесь вот это крепление, то есть оно очень качественное, очень прочное. В этом плане здесь уже идет тряпочка, здесь оно уже не такое вот прочное, не так сильно цепляются эти крючки. Как видите, расстояние здесь, то есть здесь 3 ряда, здесь всего лишь 2, но тут вот, видите, какое оно прочное, а здесь просто как тряпочка. То есть вот этот мне нравится гораздо-гораздо больше. Сказать, что у меня все болит, это, наверное, ничего не сказать. Ну что, заканчиваю я сегодняшний день протеиновым коктейлем, в данном случае казеиновым. И вообще, я, наверное, не каждый день пью все-таки протеиновые коктейли. Как-то мне кажется, что я добираю белки. И, как вы знаете, лично для себя я никогда не считаю БЖУ и калорийность. Просто даже вот из-за влогов питания мне даже самой интересно, сколько же я добираю за целый день. Так что, кстати говоря, вот этот вот протеин казеиновый с... по-моему, с вкусом шоколадного мороженого или что-то в этом роде, вообще невкусный. То есть он мне вообще надоедает, поэтому я еле-еле толкаю его в себя. Так что выпиваю свой коктейльчик и встретимся с вами, ребята, в следующем видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем удачи и пока-пока!